Всем добрый вечер. Друзья мои, я вот уже несколько дней обещала выложить ритуал, занята, но вот сегодня нашла время все-таки и буду сегодня выкладывать нужные работы. Этот ритуал называется «Капля моря родит», а монета родит богатство. Я вам говорила уже, что чем более сердобольно вы подходите к божеству, чем больше вы вкладываете туда любви, силы, желания, тем больше она вас слышит и помогает. Вот творчески оформленный алтарь – это залог того, что она с вами подружится. И со временем вы почувствуете ее руку во всем и везде, в своих делах. А благословение богини Фортуны, то есть самой судьбы, это значит очень многое. Если эту капризную богиню повернуть к себе и заслужить ее любовь и расположение, если стать ее любимицей, то поверьте мне, что вам никакие трудности не страшны. Я уже говорила и повторюсь, что в этом мире человеку страшнее всего безденежье, нищета, неуверенность в завтрашнем дне. Когда у человека есть стабильность, он спокоен. Он и любить может спокойно, и родить может детей спокойно. Он может время выделить культуре, сходить в театр, в библиотеку, в кино. Когда человеку нечем кормить завтра детей, для этого человека не существует ни любви, ни страсти, ни романтики, ни культуры, ни ничего. Потому что это нормальная потребность человека – жить хорошо, жить в свое удовольствие, получать от жизни кайф. И те, которые уже давно проводят со мной ритуалы фортуны, тому свидетели. Насколько много, насколько быстро продвигаются дела, насколько приносят они удовольствие в жизни, да, устраиваются и получаются те проблемы, которые раньше не решались. Итак, в этом ритуале тоже можно дать волю фантазии, творчеству. Здесь нужны зеленые и красные свечи. Предпочтение сделайте на один цвет больше. Либо 2 зеленых свечи, то есть 2 зеленые свечи и 1 красная свеча, либо 2 красные свечи и 1 зеленая свеча. Ну, одним словом, 3 свечи должны быть, 2 цветов. Украсьте фортуну своими любимыми драгоценностями, их потом можете после ритуала снять. Нужно вам поставить на стол кофе, сладости, можете чернослив, можете изюм, можете конфеты. Конфеты разверните. На следующий день это можете выбросить, потому что духи, силы, божества, они питаются молекулами пищи, и об этом мы уже говорили, энергией пищи. В отличие от человека. Положите на стол камни. Положите на стол украшения. Еще самое главное для этого ритуала, этот ритуал одним просто ритуалом не заканчивается. Потому что вы в течение месяца будете постоянно подходить к ней и говорить одни и те же слова. И для этого вам нужно, чтобы у вас с мелочью был кувшин. Желательно, если он будет из глины. Но если не найдете, можно и керамику, в принципе, заменить можно. Но глина – это как живой материал, понимаете? И глина, она очень учеными доказано, что у глины есть память определенная. То есть на молекулярном уровне, естественно, имеется память у глины. Например, глиняные шарики, если раскатывать и начитать что-то, да, потом проглотить. На Востоке такое лечение практикуется. Глина очищает весь организм, выводит всякие там токсины, гной и прочее. То есть глина имеет память определенные. Почему работают с глиной, прикасаясь руками именно, трогая глину, не перчатками? Потому что передают глине свою энергию. Вообще все изделия из глины в древние времена считались очень дорогими, и в глине хранились продукты. Считалось, что глина сохраняет вкус, да, он естественно передает. Так вот, желательно глину возьмите, маленький кувшинчик, где будут монеты фортуны. Можете не пополнить, то есть не наполнять столько, сколько я наполнила, потому что к этому нужно было готовиться постепенно. Да? Можете, сколько есть у вас монет, постепенно добавлять каждый день. А можете просто сразу
выставить полный вот сосуд монет. И этот ритуал целый месяц будет продолжаться, потом через месяц вновь возьмите и сделайте, то есть повторите этот ритуал для лучшего результата. Не сделайте, оно не приостановится, оно все равно будет вам давать то, что вы просите. Но если вы будете делать часто этот ритуал, даже раз в 2 недели, я вас уверяю, что очень скоро вы вылезете из кризиса, оплатите свои долги и прочее, прочее. Это еще один из моих любимых ритуалов. Я очень попрошу тех, которые берут мои ритуалы, не переделывайте их, пожалуйста. Они поганятся, портятся. Я понимаю, что, может быть, красиво, вам хочется тоже. Создайте свое. Переделывая мой ритуал, во-первых, ритуал теряет эту красоту. Во-вторых, очень неприятно такое видеть, особенно от людей, которых ты уважаешь и хорошо относишься. Очень неприятно. Понимаете? Потому что это твое дитя. Это все равно, как твоего ребенка возьмут и присвоят себе. Потому что ритуалы, особенно которые я называю своими любимыми, не надо так делать. Ну, неправильно это, некрасиво это поступок. Думайте, что хотите, можете говорить, что я вот опять я вот скандальная, все такая, никому не позволяю, не даю подняться больше, чем я. Я всем позволяю и даю подниматься, но не воруя мое. Вот взяли и своровали нагло, нахально ритуал креста, да, и выставили как будто свое. Ну, разве это порядочно? Нет, конечно, никто к этому серьезно не относится. Потом самое интересное, дорогие мои, ведь люди узнают мои ритуалы и работы. Поймите вы, наконец. Как бы вы этого не хотели, люди сразу узнают мою руку. Есть вот, понимаете, у каждого художника, у каждого создателя чего-то есть свой почерк. И этот почерк ничем не заменишь. Как бы вы ни хотели что-то, получается нечто такое жалкое подобие моей работы. И оно, как бы, знаете, вся прелесть портится. Это все равно, как ковер перевернуть в обратную сторону. Узор вроде сохраняется, но яркость цветов и прочее уже пропала. То есть вот эта красота, насыщенности нету. И он работать-то тоже не будет. Потому что энергия создателя, она остается в любом случае, препятствует. Ну, поймите, как хотите, кто-нибудь поймет, кто-нибудь смахнет рукой, отойдет, но нельзя этого делать. Это очень неприятно, когда ты, очень уважая человека, вдруг видишь, что человек вот такое сделал. Знаете, как неприятно. Разочарование наступает в людях, просто разочарование. Начинаешь думать, ну что в конце концов, взять никому ничего не подарить, ничего не показывать. Ведь это все показано, это все дарится людям. Понимаете? Не нужно быть пользователями. Немного уважайте этот труд. Поймите, что это нелегко и непросто. Ну, что сказать? Кто создает, тот поймет, поверьте мне. Кто сам создавал что-то в жизни и видел, как кто-то свистнул, кто-то переделал, кто-то что-то сделал, тот меня поймет, насколько это больно видеть, насколько это неприятно. Иногда не хочется ничего говорить, но думаешь, ну, елки-палки, ну, примут тебя за барана, который увидела и спокойно восприняла, понимаете? Не делайте этого. Это не есть хорошо, это не есть достойный поступок, это неправильный поступок. Свое создайте, и когда у вас своруют, или возьмут, или переделают, я посмотрю на вас, как это вам будет неприятно и омерзительно. Это очень-очень похоже на то, если твоего ребенка возьмут и будут всех убеждать, что это их ребенок. Это одно и то же, поверьте мне. Может, это смешно звучит, но когда ты что-то, нечто создаешь, это твое, понимаете? Итак, перейдем к делу. Вам нужно будет сундук с монетами, любые монеты, любого качества, любой страны, не старые, те, которые действуют. Потому что меня часто спрашивают, у меня столько монет старых, советских, можно использовать? Нет, конечно, у них нету энергии. Они уже не в обиходе, они уже никак, у них нету энергии, понимаете? Есть у древних монет энергии, то оно не используется в работе. Это драм, это армянские деньги. Они не используются для, как бы вам сказать, вызывания денег, но они, старинные древние монеты, их можно заговорить на удачу. Потому что их мало осталось, у них особая энергия веков. Но вот советские деньги, ну это мертвые деньги. Мне одна тоже спросила, а можно, говорит, эти игрушечные, фальшивые деньги вот духом оставлять? Ну, в конце концов. Вы поймите, что деньги – это
энергия. Вот вы тратите энергию, работаете, зарабатываете, да, за что-то платите. То есть своей энергией отдаете за чужую энергию. Вот кто-то печет хлеб, энергию тратите, время, силы, здоровье. И вы время, силы тратите, зарабатываете деньги. Вы отдаете деньги, берете хлеб. То есть своей энергией расплачиваетесь за чужую энергию. Вот тогда это энергообмен, потому что в природе это существует. Если ты здесь что-нибудь приобрел, там просто так, ни за что, ничего не отдав, ты там потеряешь в другом месте. И поэтому, когда вы говорите, что ну духи же, не извините меня, это разумные создания. Духи же прекрасно видят, где настоящие, где. Если бы так можно было. И учтите, уважение к силам, они все это видят. Трата для их алтарей, красота, вот вкладывание души, это все только вот это, все вам даст желаемое. Нельзя думать, что силы вам просто так должны что-то отдавать, что они вам должны. По крайней мере, если вы много чего не жертвуете, вы хотя бы должны красивый алтарь оформить. Такое, чтобы было видно, что вы уважаете эту силу, понимаете? Сила набирается, приходит, она вас замечает, она видит ваши старания, жертвы, вложение души и отдает взамен то, что вы хотите. Если вы ничего не хотите делать для нее, она для вас ничего делать не будет. Итак, читайте 3 раза общий весь заговор. Упала капля, и море родилось. Упала монета, и богатство создалось. Внезапная слава удачей звалась. Фарт, влюбившись в меня, мне в руки далась. Из жертвенника храма поднимается дым, направляется прямо к стопам тем святым. Поднимается дым к святым стопам фортуны. И со словом моим, и с мольбою к тебе, целуя твои стопы, прошу, повернись ко мне. Капля море родит, монета родит богатство. Одно кольцо родит сундук имущества, одна корона родит целое царство, один мех родит 1000 шуб, дары принесут мне 1000 рук, один платок родит шелк в закромах, хозяйкой судьбы своей стану сама. Целуя священные стопы богини, прошу я богатую жизнь для себя. Пусть с этой минуты навеки отныне богатство повсюду находит меня. Капля море родит, монета родит богатство. Посыпятся алмазы с неба, венчай, судьба, меня на царство. Денежный ветер поднимаю, удачи волну пробуждаю, от каждого сердца и руки дары и деньги получаю. Словом могучим и силой магии волну богатства оживляю, фарт на руки получаю. Капля море родит, а монета родит богатство. О, фортуна, приди и венчай меня на царство. Заклято исполнится, да будет так. Читать нужно 3 раза. После некоторое время оставьте, пока благовоние догорит. Свечи потушите или рукой, или там есть специальный вот такой тушильник, или как там он называется. После поставьте рядом с фортуной вот этот горшочек с монетами. Каждый день постарайтесь не забыть. Подходите, вот так поднимаете монеты, так кидайте и говорите. Капля моря родит, а монета родит богатство. Говорите это 7 раз, 12 раз. Достаточно. Но напоминайте, вы как усиливаете каждый раз этот ритуал. Понимаете, вы 1 раз это сказали, запустили этот механизм, и каждый раз усиливаете вот так вот. Капля моря родит, а монета родит богатство. И можете это повторить раз в 2 недели, раз в месяц, смотря как идут ваши дела. Со временем вы заметите, что вам деньги хватает на все, что ваши долги начинают закрываться, что ваши дети обуты, одеты, и вроде и денег осталось, и там хватило, и тут пришло, и оттуда пришло, и так далее. Это уникальная вообще вещь, и я этим пользуюсь сама. Давно пользуюсь. Всем удачи, всех благ, пользуйтесь на здоровье
И не забывайте, что если вы ничего не хотите делать для фортуны, красивого, нужного, если вы не хотите вложить душу, она вам будет помогать, потом перестанет. Всем удачи!